Невероятно быстрые и ловкие копытные, которые устраивают самые зрелищные состязания прямо на полной скорости. Их не пугают ни суровые условия, ни глубокий снег и ни отвесные скалы. Однако даже здесь им приходится сражаться с многочисленными хищниками, многие из которых готовы стоять до конца. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – удивительные серны. Серну можно узнать по небольшому, но коренастому телу и довольно скромным по меркам горных копытных рогам. При длине тела около метра масса животных может достигать 50 килограмм. Эти создания обитают в горных районах Европы и Малой Азии. Они приспособились к выживанию в самых суровых условиях. Даже при штормовом ветре и низких температурах копытные успешно отыскивают скудную пищу. Чтобы не остаться голодными, им приходится постоянно двигаться, невзирая на отвесные скалы или глубокий снег. Но в этих местах стоит опасаться не только разгула стихии. Серны довольно бдительное животное, и застать их врасплох совсем непросто. Прежде всего, они полагаются на невероятно острое зрение, с легкостью улавливая малейшее движение за многие сотни метров. Это действительно жизненно важный навык, ведь даже горные склоны не являются помехой для серых волков, которые превосходно приспособились к сложной местности. Объединившись, они успешно преследуют превосходящих в размерах животных. Длинные ноги и высокая скорость не помогают уйти от выносливых и организованных охотников. Однако уступающие в размерах серны намного маневреннее. Поднимая тревогу, стадо моментально скрывается из вида, находя спасение в недосягаемых участках. Здесь нашлось место даже медведям. Но эти гигантские хищники слишком медлительны, и у них нет ни единого шанса угнаться за столь прыткой целью. Рыси также представляют угрозу, но в горах серна становится слишком опасной мишенью, ведь справиться с ней мгновенно невозможно, а затяжная схватка может обернуться падением с высоты. Конечно, детеныш может стать легкой добычей, но бдительная мать не покидает малыша и своевременно отводит его в безопасное место. Тем не менее, никто не застрахован от засады, поэтому матери с детенышами находят спасение на отвесных скалах, куда закрыт доступ любому крупному наземному обитателю, лишенному волшебных копыт. Уже через несколько недель после родов самки с детенышами объединяются, формируя подобие яслей, что увеличивает безопасность и упрощает воспитание потомства. С первых дней жизни малыши учатся опасным трюкам, с каждым днем совершенствуя свои навыки. Уже сейчас они показывают чудеса ловкости и маневренности, что в дальнейшем поможет им выжить. Предводителем стада становится старая самка, которая не так ловка, как прежде, но обладая богатым опытом, она является отличным проводником и раньше других замечает опасность, что позволяет выиграть драгоценное время и сохранить жизнь своим спутникам. Безопасность всегда ставится превыше всего, поэтому даже ночевка на острых камнях становится привычным делом этих горных скитальцев. Тем не менее, даже в труднодоступных местах серны не могут чувствовать себя в безопасности. И одним из врагов спокойствия становится беркут. Размах крыльев пернатого хищника вдвое превышает длину тела копытных. Тем не менее, при его появлении матери самоотверженно обступают своих детенышей. Но задача хищника – посеять панику, и с течением времени ужас охватывает даже опытных горных скалолазов. Против беркута не работают типичные фокусы, ведь его атаки стремительны и точны, а наличие отвесных скал лишь упрощает задачу. Ведь, следуя отточенной тактике, хищник сбрасывает жертву в пропасть, а после спускается к готовому обеду. Но все же серна в разы массивнее орла, и порой за рискованную атаку неопытные птицы могут заплатить высокую цену. Даже когда острые когти смыкаются на спине, коза не собирается сдаваться. В
попытках скинуть нападающего она бросается вниз. Однако и падение не помогает избавиться от неприятеля, и Серна продолжает отчаянный побег. Спутники пытаются прийти на помощь, но Орел до последнего не ослабляет хватку. Тем не менее, нападение было роковой ошибкой, ведь полые кости птицы вряд ли выдержали такое падение, особенно под тяжестью тела копытного. После столь болезненной поездки беркут уже не сможет взлететь, что для пернатого охотника означает неминуемую гибель. Как и другие горные копытные, большую часть года взрослые самцы держатся поодиночке, но осенью все они присоединяются к стаду, что знаменует начало брачного сезона. Самые сильные особи взъерошиваются, чтобы впечатлить соперников. Однако их поединки далеко не обычные, ведь состязание на заснеженных вершинах перетекает в настоящую погоню. Захвативший лидерство самец не успокаивается, и его целью становится полное изгнание противника с собственных владений. Все это выливается в ожесточенное преследование, которое становится невероятно зрелищным и экстремальным, ведь любой малейший просчет грозит обернуться падением с головокружительной высоты. При этом побег совершенно не означает поражение, и отступающий в любой момент может развернуться, чтобы совершить дерзкую контратаку. Удивительная гибкость и выносливость позволяют поддерживать максимальную скорость даже на заснеженных склонах. Разгоняясь до 50 км в час, эти животные могут прыгать до 6 метров в длину, и даже на полном ходу самец может успешно атаковать неприятеля. Лишь сотни метров напряженной гонки позволяют, наконец, определить безоговорочного победителя. Далеко не для всех такие забеги проходят бесследно. К сожалению, серна со сломанной ногой – легкая добыча, в том числе для неопытных хищников. В список опасностей входят также камнепады и лавины, которые в считанные секунды могут похоронить целое стадо под метровыми завалами. Многие страдают и от голода. Лишь половине малышей суждено пережить первый год жизни. К тому же, из-за неконтролируемой охоты серны почти полностью исчезли из многих регионов. Но сегодня меры защиты помогли восстановить численность популяции, хотя отдельные подвиды до сих пор находятся в уязвимом положении. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!